Кажется, я подзатянул с выходом роликов, не так ли? Вспомнив пароль от канала, я готов анонсировать вам сразу два видео, которые выйдут в ближайшее время. Первое из которых вы уже смотрите. Сегодня мы поговорим о таком понятии в игровой индустрии, как переиздания, ремейки и ремастеры игр. Я расскажу о том, что это такое, какие преимущества и недостатки у этих проектов, и приведу конкретные примеры. А вот во втором ролике я сделаю обзор на один из ремейков, а именно на Resident Evil 4 ремейк. Также в конце ролика вас ждет интересное объявление, так что советую вам его досмотреть. Спасибо за внимание и приятного просмотра. Первым делом давайте поговорим о переизданиях игр. Это проекты, в которых игра, выпущенная ранее, переиздается с некоторыми изменениями для современных платформ. Обычно это означает графическое улучшение, увеличение разрешений, исправление ошибок и багов, а также возможно добавление дополнительного контента. Переиздания делятся на ремастеры и ремейки, и тут у многих игроков возникает вопрос: в чем вообще разница и как отличить одно от другого? Большинство думает, что ремейк — это когда разработчики просто улучшили графику, может подкорректировали анимации и тому прочее. А вот если они полностью переработали игру, изменили геймплей или перенесли игру на новый движок, то это, конечно же, ремейк. Но тут все чуточку сложнее. Идеально мнение о том, что ремастеры и ремейки различаются по количеству проделанной работы, вписывается переиздание серии игр Мафия. Например, вторая Мафия претерпела графических изменений, корректировку анимации, соответственно, это ремастер. А вот первая Мафия была перенесена на новый движок, была переработана с геймплейной точки зрения, помимо изменений в графике. Очевидно же, что это ремейк. Но как я упомянул выше, тут все не так однозначно. Пусть конкретно в этом случае все реально так. Первая Мафия — это ремейк, а вторая — ремастер. Но основополагающим фактом разграничения этих двух проектов является вовсе не перенос Мафии на новый движок, а художественные и сюжетные изменения. То есть была ли изменена подача и посыл игры, ее главная мысль и мораль? Далее перейдем к ремастерам игр. Ремастеры являются радикальным обновлением игры, которое включает глубокое изменение в геймплее, графике, звуке и других аспектах игры. Это может означать полную переработку графического движка, изменение механик игры и другие существенные изменения. Но их основная задача не изменить игру, а скорее подкорректировать для нового поколения консолей и новых видеокарт. То есть все нацелено на то, чтобы игра банально не выглядела старой на новом поколении, чтобы у игроков не было ощущения игры во что-то устаревшее. А лучше даже наоборот, складывалось ощущение новизны с эдаким налетом классики. Также часто в ремастерах фиксят баги, дополняют геймплей, но не с целью изменения игры, а для того, чтобы просто убрать огрехи оригинала, сделать геймплей комфортнее и приятнее. Соответственно, задача ремастера в том, чтобы довести до ума оригинальную игру, чтобы она выглядела достойно на современном железе и новых комплектующих. Ремастер — это эдакий скин на старую игру, ну или мод на улучшенную графику, если вам так угодно. И наконец рассмотрим ремейки игр. Ремейки — это игры, которые были полностью пересозданы, включая графику, звук и геймплей. Короче говоря, игру просто целиком сносят, оставляя лишь фундамент. Эдакие основополагающие столбы вселенной, типа главных героев и каких-то глобальных характеристик игры. Эталонным примером может служить Resident Evil 2 Remake, в котором изменили буквально все: графику, геймплей, локации, частично сюжет, некоторых персонажей и многое другое. Нетронутым остались лишь главные антагонисты и протагонисты истории, ее вязкая и гнетущая атмосфера, а также сам мир зомби-апокалипсиса. Все остальное было подвержено глобальным изменениям и реновации. Также хорошим примером является Мафия, где тоже неизменными остались лишь наиглавнейшие элементы игры. Ну или Dead Space, который был уже более верен оригиналу и почти не менял сюжет и идею игры. Кстати, на эту игру вы можете посмотреть обзор на моем канале. По сути, разработчики ремейков получают полную свободу действий и могут делать с игрой все, что им заблагорассудится. Могут досконально изменить игру или остаться верны оригиналу, тем самым рассчитывая на позитивную реакцию олдов серии. Так, теперь, когда мы разобрались с тем, что такое ремейк и ремастер, и мы можем отличать одно от другого, давайте поговорим о положительных и отрицательных сторонах этих явлений. Однозначно преимуществом таких проектов является то, что они приводят новую аудиторию серии, дают ощутить старые проекты новым игрокам, знакомят людей с классикой игровой индустрии, дают фанатам ощутить ностальгию и заново вернуться в старые миры, но уже обновленные и лишенные своих недостатков, вспомнить детство и так далее. У этих проектов десятки положительных сторон, однако есть и недостатки. Например, не все стоящие игры получают переиздания, ремастеры и ремейки, зато благодаря таким любимым нами компаниям вроде Ubisoft обновления получают кучу ширпотреба, игры, которые вовсе в них не нуждались. Или даже лучше, игры, которые получали ремастеры, становились только хуже и наоборот деградировали и с графической, и с геймплейной точки зрения. Например, переиздания второго и третьего Ассасинов, а также Far Cry 3 буквально ухудшили графику и испортили дизайн и некоторые моменты геймплея. Так еще и удалили оригинальные версии из своих магазинов.
Кстати, все же помнят GTA Definitive Edition? Все помнят этот шедевр? Эх, насколько это было великолепное переиздание. Сейчас уже таких не делают. Кроме того, даже с улучшенной графикой и дополнительным контентом игры все еще могут устаревать и не соответствовать современным стандартам, что в свою очередь рано или поздно породит на этот свет таких чудовищ, как ремейки ремастеров и ремастеры ремейков. Предлагаю ставить ставки на то, какая из компаний первая до этого додумается и когда это произойдет. Шутки шутками, но чуть ли не половина издающихся игр — это переиздания старых проектов. Ответ на вопрос, где новые игры, весьма прост. Сейчас в индустрии наблюдается некий голод новых идей, а создать ремейк или ремастер, или же на худой конец перезапустить игру, то бишь сделать ребут, куда проще и безопаснее, так как у вас уже на руках имеются готовые персонажи с прописанными характеристиками, вселенная с готовым лором и законами мира. А вот сделать новый проект — это надо потратить много времени на проработку, а также выходить на рынок с риском провалиться, так как у вас нету фан-базы олдов, ностальгию которых можно вертеть и эксплуатировать как вам угодно. Да, все эти переиздания Tomb Raider'ов, Wolfenstein'ов, Думов и многих других — это, конечно же, прекрасно. Они приносят вам кучу давно позабытых ощущений и впечатлений, но проблема в том, что многие издатели хотят вам продать кусок говна в красивой ностальгической обвертке, украшенной бантиком из красивой графики и тому прочее. Будущее игровой индустрии лежит не за старыми, хоть и хорошими, проверенными проектами, а за новыми, еще малоизвестными играми. Поэтому советую вам попробовать что-то новое, вы обязательно найдете то, что нужно именно вам. Ну а на этом я с вами прощаюсь и желаю удачи. Стоп. А как же важное объявление в конце ролика? Что, уже забыли? А я вам напомню. Во-первых, помимо анонса обзора на Resident Evil 4 ремейк, я хочу вам рассказать о своем Twitch канале, ссылку на который вы можете найти в описании. Я там уже проводил свой первый стрим, когда записывал геймплей Hogwarts Legacy, так что можете туда подписываться. Ничего пока гарантировать не могу, расписания и всяких плюшек там пока что нет, но я точно займусь им в скором времени. Во-вторых, я завел себе телеграм-канал, ссылку на который вы тоже можете найти в описании. Там будут мои мысли, идеи, анонсы и новости по каналу, ну и просто всякая всячина. Чтобы вы сразу понимали уровень, и если мне не понравится шаурма, я запишу туда целое часовое голосовое. Так что спасибо за внимание, всем пока.